Привет, дорогие друзья! Видео, которое я сейчас начинаю, это первая часть. Оно, конечно, может считаться узкоспециализированным, потому что касается оно криптовалюты, а точнее криптоаферы, которая выманила из людей и на постсоветском пространстве, и за границей миллионы долларов, то есть порядка 12-15 миллионов долларов. А создатели этой криптоаферы, ну и о том, как это, собственно, было сделано. Конечно же, это будет интересно специалистам, это будет интересно людям, которые разбираются в крипте, потому что все знают, что это афера. Многие видят, насколько тупо она сделана, но пошагово ее еще никто не разбирал. Однако же с учетом того, что предыдущее видео по этой теме, а там был просто стрим, полуторачасовой стрим, тем не менее оно понравилось, оно зашло моим подписчикам. Более того, оно получило положительные отзывы, вы все проголосовали, что вам оно понравилось, да, я думаю, что это будет очень интересно и обычным подписчикам, потому что в любом случае крипта так или иначе заходит, все глубже заходит в нашу жизнь. Не нужен интернет ваш. И я не хотел бы, чтобы она заходила так, чтобы ваши деньги потом пропали. Итак, начнем. Существует человек, этот человек был известен в криптосообществе под именем Одиссей. То есть он Одиссей, его никто не знал, как он выглядит. Узкий круг людей, близких его друзей, которые вместе с ним осуществляли эту аферу, знали, как он выглядит. Люди не знали, как он выглядит. Люди догадывались, что живет он где-то за границей. Люди представляли его таким, знаете, сказочным персонажем, может быть, немножко таинственным. Графа Монте-Кристо. Послушайте, как звучит голос этого персонажа. Поэтому отвечу в голосовом. Просят начать с моего представления о крипте в жизни человека в будущем. И оно, в принципе, нисколько не отлично от того представления, которое я имею сейчас. Как вы понимаете, чтобы добиться такого звучания голоса, надо его долго тренировать. Он очень загадочный. На самом деле парень 21 года от роду. И выглядит он вот так вот. Парень, как вы видите, да, парень это Петр Лунев. Имя Петр, фамилия Лунев. Сейчас в прессе, в заказных статьях его называют криптоконсультантом. Он никогда не был криптоконсультантом, конечно же. Он никогда не был криптобароном, как называют его в издании Фонтанка. Да, этот человек пытался заработать на крипте. Здесь нет ничего предосудительного. То есть он долгое время пытался создавать фонды, куда должны люди отправлять деньги зачем-то. Он долгое время, как рассказывают, создавал некие криптопроекты на Дексе. Ну, то есть, буду минимально пояснять для тех, кто не понимает. Это децентрализованная биржа. Любой может создать монету и забросить туда. Вот, он создавал монеты определенные, забрасывал туда, когда она собирала ликвидность, то есть, когда люди, послушав его, возможно, из его окружения, возможно, его какие-то бывшие одноклассники, покупали эту монету, он просто высасывал ликвидность, забирал и шел дальше. Это позволяло ему жить. Шатковалка, это все, как рассказывают люди, которые долго следили за его творчеством. Но 10 мая 2023 года он начинает собирать комьюнити вокруг монеты Гримас и начинает раскачивать проект. Что произошло? Дело в том, что как-то вышел такой шуточный спор у Илона Маска и у Макдональдс. Макдональдс в ответ на просьбу Илона Маска принимать доги, ответил, что только тогда, когда Тесла будет продаваться за Grimace Coin. Grimace — это некий коктейль. Он стал таким тоже мемным коктейлем, потому что многие люди записывают ролики из-за того, что у него цвет такой фиолетовый, этот коктейль якобы убивает. Это такая шуточная история, которая очень сильно разошлась по миру. Наш герой Петр Лунев решил вклиниться в эту историю и создать мемкоин, выдав его за коин Макдональдса. Да. 26 июня 2023 года, когда проект стал уже заметным и продемонстрировал хороший рост, он обратился ко мне за тем, чтобы я рассказал об этом проекте. В мемкоинах нет ничего страшного, к примеру. В этом нет ничего предосудительного. Собирается некое сообщество, и они считают, что этот мемкоин это очень хороший. Они начинают его вместе двигать, они начинают собираться вместе. Это все очень хорошо до тех пор, пока создатель мемкоина не начинает обворовывать людей,
которые собрались вокруг этого мемкоина. Я начинаю говорить о мемкоине, ну и с ценой его происходят интереснейшие вещи. То есть с 4 он вырастает до 20, а потом до 100. В проект приходит достаточное количество людей, они вкладывают в это деньги, они на этом зарабатывают. К концу месяца проект уже стоит 100, то есть я напомню, с 4 до 100. Имеющие мозги фиксируют прибыль, выходят из проекта, ждут новых проектов, и новый проект появляется, называется он Sunday. Этот мем-токен – это один из 11 шиткоинов, которые были созданы этим Петей Луневым. Шиткоины почему? Не потому что они никому не нужны. Это пустышки. Это абсолютно пустышки, за ними ничего нет. На фоне предыдущего токена, на котором люди заработали и который получился, я решаю наградить этот токен каким-то смыслом. На момент 20 сентября, когда я в принципе начинаю об этом рассказывать, намекать на это, при этом я всегда предупреждаю о финансовых рисках, цена монеты была 20 центов. Забегая наперед, благодаря тому, что я о нем рассказывал, токен уже стоит $5. Для того, чтобы всем было интереснее двигаться в этом токене, я получаю 2%. 2%, символических 2% эмиссии. Это 205 тысяч этих токенов. Название токена до момента листинга на бирже держалось в секрете. Вот здесь вот видно, как я получаю на кошелек эти 205 тысяч токенов, цена которым по сути ничто. 23 сентября 2023 года криптовалютная биржа MEX проводит листинг Sunday токена. Чуть позже, после листинга, я начинаю открыто говорить об этом Sunday. Sunday токен это как морожка, да. И в закрытом криптоканале начинаю говорить, а потом рассказываю и в открытом канале. Цена, как я и предполагал, как и должно было случиться, растет. Цена растет, люди довольны. Люди видят повторение гримас токена. И уже к моменту 8 октября цена достигает $5. Напомню, на первый день листинга цена Sunday на бирже MEX была меньше $1, а в самом начале 20 центов. И все движется отлично, но на каком-то этапе я начинаю видеть проблемы. Проблема заключается в том, что кто-то, кто владеет значительной частью эмиссии, эмиссия это все количество токенов, которое выпущено, то есть вообще все, а Sunday, к примеру, это 10 миллионов токенов. Кто-то начинает их продавать. Кто-то начинает продавать их на пике. У кого могут быть такие суммы? Кто-то начинает как специально обваливать цену, продавая монеты в огромном количестве. Такие объемы не могут быть у простых людей на руках. 78%, то есть 7 миллионов 741 тысяча 611 из всех 10 миллионов монет находятся у создателя. То есть у Петра Лунева. Петр Лунев начинает продавать на пике токены, тем самым обваливая цену и по сути воруя деньги у вкладчиков. Я не могу в это поверить, но мы начинаем разбираться. Здесь мы четко вычисляем кошелек создателя токена. То есть мы его вычисляем каким образом. Здесь общее количество монет, которое было перечислено 7 миллионов 741 тысяча. То есть понятно, что это кошелек создателя. Плюс перепроверяем, с этого кошелька отправляются средства 205 тысяч токенов на мой кошелек. На момент 29.12.23 цена монеты Sunday окончательно обвалена. И он начинает стоить 34 цента. Высосав все деньги из проекта, полностью убив рост монеты, Одиссей, он же Петр Лунев, решает свалить вину на того человека, у которого 2% эмиссии. То есть на меня. Это не принимается сообществом, ну потому что это глупо и это полный идиотизм. Я не мог 2% эмиссии обвалить цену до 34 центов. У них это не выходит. Выходит несколько заказушных материалов. Опять-таки сообществом они не принимаются. И начинаем разбираться, каким образом были украдены эти средства. Я считаю это типичным воровством. Потому что, по сути, сбрить людей на пике цены может только вор и негодяй. На этом этапе Петр Лунев громогласно заявляет, что он передает Шарию, то бишь мне, все до последнего токены Sunday. То есть передает всю эмиссию. На самом деле это ложь. Он передает 4 миллиона 598 тысяч Sunday. Это также очень легко отследить, потому что дело в том, что многие люди считают, что криптовалюта это что-то вот такое вот закрытое.
Ничего открытия криптовалюты я вообще не видел в своей жизни. Ты за всем можешь проследить. Итак, мы помним, что у Петра было 7 миллионов 741 тысяча 611 токенов. Простой математический подсчет. 4 миллиона 598 тысяч, которые он передал, плюс 200 тысяч, которые были на том же кошельке, нетронутыми. То есть я ничего не продавал, не переводил в деньги. Мне интересно было само движение. Значит, это 4 миллиона 798 тысяч токенов. Теперь 7 миллионов 741 тысяча 611 минус 4 миллиона 798 тысяч равно 2 миллиона 943 тысячи 611. Куда пропали почти 3 миллиона токенов? Поясню, 3 миллиона токенов это не просто какие-то токены. 3 миллиона токенов это на цене 5, это 15 миллионов долларов. 15 миллионов долларов. Кто их забрал? Кто обокрал людей? В этом расследовании я вам докажу, что это сделал Петр Лунев. И что этот человек вместе со своей организованной преступной группировкой обманывал людей с самого начала, с момента листинга Sunday токен на бирже MEX. И еще раз повторяю, видео для профессионалов, которые сейчас оценят не красоту этой игры. Но для тех, кто является просто рядовыми зрителями, я уверен, это также будет интересно, потому что мы разбираем все досконально. Для начала нам надо четко понять, какие кошельки принадлежат создателю токена Луневу. Итак, вот этот кошелек принадлежит ему, потому что на него изначально отчеканили 10 миллионов полной эмиссии Sunday токен. Также с него было перечислено 205 тысяч Sunday токен на мой кошелек, о котором я уже упоминал. Вот адрес кошелька. И вот все перечисления. Кошелек Sex Deployer. Дело в том, что параллельно с токеном Sunday Петр Лунев выпускает абсолютный шиткоин, называет его Sex. Вот он выпускает его, цена этого токена миллион, по-моему, или 10 миллионов, я не помню. Ну, короче, чистый бред. Дерьмо. Это кошелек создателя монеты Sex Token, то есть Петра Лунева. Он привязан к аккаунту debunk.com. Вот профиль на Debunk. Вот пост самого Петра Лунева, в котором четко указан его профиль Debunk. На кошелек Sex Deployer 23.09.23 в момент листинга Sunday токен и Sex токен на бирже MEX было переведено 7 миллионов 741 тысяча 611 Sunday. Дальше, собственно, начинается интересное, потому что 29.09 на некий кошелек было переведено 2 миллиона токенов Sunday токен с кошелька Sex Deployer для дальнейшего вывода монет через кошельки прокладки на биржу MEX. Один из важнейших кошельков расследования — это кошелек Петра Лунева внутри биржи MEX. Когда он пополняет его, на нем собираются все монеты, даже, возможно, не только Sunday, но и вообще все, которые есть в сети Arbitrum. До тех пор, пока он ничего не делает с монетами, биржа их тоже не трогает. А вот если он начинает совершать финансовые операции по типу постановка лимитных ордеров или маркет-ордера, биржа автоматически переводит эти монеты к себе на холодный кошелек и блокирует их там для того, чтобы удостовериться, что ордера были выполнены. По сути, это индикатор того, когда он и что делал с монетами в плане торговли. На него поступали монеты с кошельков номер 1 Sunday Deployer, с кошелька номер 2 Sex Deployer, кошелька номер 3 и кошелька номер 5. Этот кошелек будет взят за основу для того, чтобы доказать то, как Петр обворовывал людей. Адрес этого кошелька я указываю. Кошельки MEX. Эти кошельки очень важны. Это очень важно в нашем расследовании, потому что на них мы будем показывать, как блокировались монеты в огромном количестве, когда Петр выставлял лимитные ордера на продажу с кошелька номер 4. Вот адреса этих кошельков. Кошелек номер 5. Это кошелек прокладка. Он также очень важен, потому что на него заводились монеты с кошелька номер 2 Sex Deployer и кошелька номер 3 для дальнейшего вывода на кошелек номер 4. Номер 6 это кошельки прокладки, с которых Петр Лунев переслал остатки эмиссии Sunday токен мне 29.12.2003. На этих кошельках всего 2 транзакции. Ввод токенов с кошелька Sex Deployer и вывод на кошелек мой. Это 3 кошелька, и мы абсолютно доказываем, что эти кошельки являются кошельками, которые принадлежат Петру Луневу в качестве прокладок. Положение отчаянное. Собственно, теперь, когда мы уже точно знаем, какие кошельки принадлежат создателю этой криптоаферы Петру Луневу, мы начинаем отслеживать продажи с кошелька номер 4 на бирже MEX. Вот адрес этого кошелька. Мы берем в учет время и дату вывода токенов, количество, объемы продаж на бирже MEX, время и дату
продаж биржи. Важно! На графике будут учитываться разные таймфреймы из разных временных диапазонов продажи монет. Первая операция с кошелька номер 4 на MEX происходит 25.09.23 года. Как мы видим, уже 25 сентября, всего спустя 2 дня после листинга на бирже MEX, Петр продает первые 50 тысяч монет. Дело в том, что Петр Лунев не просто выставляет ордера на продажу, он подгадывает их к тем моментам, когда монета должна расти. К примеру, 29.09 он проделывает вторую операцию с кошелька номер 4 на MEX. В этот день был пост от меня, на фоне которого цена выросла. Ордер на 100 тысяч был выставлен заранее. Поэтому я прихожу к выводу, что Петр знал, что люди с криптоканала будут закупаться после поста Анатолия Шария. В тот же день он начинает пампить. Пампить значит вкладывать много денег, и цена начинает расти. Никому не нужный шиткоин секс. Он начинает разводить вокруг него какую-то там деятельность, он рассказывает, что это очень важный токен и так далее. Я так полагаю, что деньги для пампа, то есть для роста секса, он берет из денег, которые он ворует у холдеров Sunday. Потому что он продает эти токены Sunday и тупо забирает деньги. 19.10.23 еще одна операция по ордерам кошелька номер 4 на MEX. Тут огромное количество монет, 600 тысяч на продажу, поэтому вероятно ордера расставлены на большой диапазон цены. И как мы видим 20.10 и 24.10 объем 190 тысяч плюс 490 тысяч монет. Я вас не утомил? Тут мы подходим к важной дате. 11.11. 11.11, 4 единицы, это день Sunday в Америке. I like my coffee dark. И к этому дню начинают готовиться, потому что полагают, что в этот день начнется мощный памп монеты. К этому начинает готовиться и Петр Лунев. Но он, правда, выставляет просто ордера на продажу. Возьмем сумму ордеров с 9.11 по 11.11. К 11.11 он в сумме выставил ордеров на чудовищные 656 тысяч монет. Так как 11.11 дата важная, Петр уже 9 ноября заранее начал с ордеров на 543 тысячи монет, чтобы на фоне ожиданий покрыться в людей. Все ждали этой прекрасной даты. Вот намекал всеми силами на то, что 11.11 будет нечто, да, и все думали 11.11, скорее всего, токен Sunday сделает где-то 10. 10, потом, возможно, откатится, но, блин, нас же не подведет наш капитан Одиссей Петр Лунев. Всеми силами Одиссей Петр Лунев пиарит 11 ноября. Это позже он начнет рассказывать, что он никогда не готовил людей ни к какому 11 ноября. Готовил. Для этого он репостит мое видеосообщение. Философия есть у всего, даже философия есть у морожки. Для этого он подогревает публику. Но не пропадать же добру. Публика готова уже, публика закупилась. Значит, цена будет расти. Значит, можно их просто ограбить. Но, к сожалению, Петр накануне, буквально накануне 11.11 на мопеде влетает в бродячую собаку. Он падает и ранится. Это происходит где-то за неделю до 11.11. Когда на скорости там, за 60 влетаешь в псину, а затем тебя просто несет, переебывает, это, конечно. А потом, уже 11.11, в ночь буквально на 11.11 у него случается рецидив. Этот, столбняк. Спазмы, судороги, всего прогнуло. Важный запрос тем, чтобы дожить до утра, дождаться приезда этой женщины, но на самом деле кажется весьма затруднительной задачей, особенно еще когда 2 суток без сна и нездоровое сердце. Фиг знает, как она перенесет все уколы эти. Ладно, в общем, столбняк точно есть. Дальше глянем. Я пытаюсь ему чем-то помочь. Я выясняю, в каком он госпитале. Наши люди начинают обзванивать госпитали. Такие люди к ним не попадали. Он впадает в кому. Буквально. Он впадает в кому на неделю. 11.11 вместо зеленых свечей, то есть вместо роста, люди получают красные. И никто не может понять, кто это обваливает цену. Теперь-то мы понимаем, как подготовился к 11.11 создатель этой великолепной
системой. Во второй части расскажу, как он оборовывал дальше. Меня интересует другое. Если я смог с этим разобраться, если мы с сообществом смогли с этим разобраться и начали бить в набат, при этом моментально создатель криптоаферы начал заказывать заказные материалы в российской прессе и некоторым российским блогерам. Почему в этом не может разобраться правоохранительная система, к примеру? Любой из стран, граждане которых пострадали. Ведь они уже пишут заявления, да? Что надо сделать для того, чтобы на аферу обратили внимание? Я думаю, мы будем делать все для того, чтобы разоблачить ее полностью. Во всяком случае, во второй части я вам расскажу, как воровались другие деньги вкладчиков. По сути, это вкладчики в криптовалюту Sunday. Не хотел вас утомить. Уверен, что для специалистов это было очень интересно. А для неспециалистов было поучительно. В следующей части будет больше. Да, забыл. Напомню. Когда мы делаем расследования, мы их делаем качественно. По полочкам. В принципе, каждое расследование, практически каждое, можно брать вот так вот, перепечатывать. Это будет уголовное дело. Пока.